Привет! В этом видео я по многочисленным на самом деле просьбам и по своим собственным соображениям, ввиду того, что часто у меня возникает такая задача или такая же потребность перевести 3D или сделать из 3D иллюстрацию, или, возможно, у вас просто есть желание взять свое 3D и сделать из него какую-то векторную графику. Вот, ввиду всего этого я решил записать видео о том, как можно из вашей 3D модели сделать векторную иллюстрацию, собственно. Для этого видео я буду использовать не свой рендер, я буду использовать уже готовую сцену, с которой я просто буду работать. Значит, что у нас есть в вот таком вот первоначальном видео? У нас есть подобная сценка, из которой нам хотелось бы сделать иллюстрацию. Я сразу оговорюсь, что нет прям такой волшебной палочки, которая вот возьмет и просто из всего этого сделает вам векторную графику, чтобы это было совсем так, как вам это надо, с теми условиями, скажем, которые вам надо, с тем прям до конца видом. Я лишь скажу, что нам понадобится немножко поработать руками, но тем не менее конечный результат получится вполне хорошим. Вот, значит, что нам стоит сделать? Первоначально у нас есть вот все объекты, из которых мы хотим сделать нашу иллюстрацию. Нам надо их для начала выделить. То есть прям все объекты. Так, вот, выделить. Я с лишнего снимаю выделение. У нас есть вот такие вот модельки. И нажав кнопку M, так, только сейчас включу скринкаст кейс, чтобы было понятнее. Вот, и нажав кнопку M, мы можем сделать новую коллекцию. Я новую коллекцию назову Line и перемещу все объекты ровно туда. Что мы делаем далее? Далее нам надо желательно в другой коллекции сделать объект Grease Pencil и выбрать Collection Line Art. Вот мы его выбрали. Сразу мы видим, что уже какой-то эффект есть, но нам надо немножечко его настроить. Что мы сделаем здесь? Тут мы выбираем, пока что мы здесь ничего не меняем, мы выбираем коллекцию, где мы выбрали наши объекты, это коллекция Line. И вот смотрим то, что наши объекты, они обвелись вот таким вот line art. Затем давайте более точечно настроим это все. Выберем Edge Types. И мы можем здесь брать и редактировать такой элемент, как Crease. То есть, чтобы было более наглядно, что это такое, я сделаю сейчас новый объект, UV-сферу, перемещу ее в Line. Так. И сейчас подвигаю вот этот вот Line Art, чтобы она обновилась. Так, ну тут не сильно видно. Давайте вот немножечко вот так вот ее приподниму. Вот. Еще раз подвигаю, просто чтобы оно обновилось. И тут, если я буду выкручивать Crease, оно будет захвачивать все большее количество вот этих вот граней. Вот. Ну и тут также вы можете оставить, например, только контуры, условно. В целом, поиграйтесь вот с этими галочками, они вам, я думаю, могут много чего интересного рассказать, но в данном уроке они нам не понадобятся. Вот, то есть это мы удаляем. Еще раз дергаю объекты LineArt, просто чтобы оно обновилось. Теперь я хочу взять и зайти в Style и толщину поменять, например, на 10. Так, смотрю, что у меня есть. Пока что мне это подходит. Я бы хотел поправить, наверное, только вот такие вот моменты. Тут немножко объект сам вытяну вперед. Что у нас есть потом здесь? Так. Тут у нас с ним какая-то беда происходит. Давайте, может быть, поднимем Crease чутка. Так, ну, судя по всему, нам это не поможет, но, в принципе, это не такая уж и большая проблема, учитывая то, что у нас только одна такая вещь сейчас здесь происходит. В принципе, она не стоит того, чтобы на нее обращать внимание. Давайте двигаться дальше. У нас есть такие моменты, где нам хотелось бы провести тоже вот эту линию, но попросту ее здесь нет. Что нам с этим делать? Если у вас на объекте есть модификаторы, эти модификаторы надо будет применить. Я выделю все объекты, на которых мне надо будет восполнить вот эту вот линию. Вот здесь, вот здесь. Вроде бы... еще вот этот вот объект. Вот, в принципе, ну, пусть на подушках оно будет таким округленьким.
принципе, вот этих вот объектов хватит, чтобы передать принцип. Так, в объекте мы берем и сразу делаем конвертацию в mesh. Мы это сделали для того, чтобы модификаторы, все, которые здесь есть, они у нас применились. Что мы делаем далее? Далее мы берем эти объекты, и вот здесь, вот по тому контуру, который нам надо сделать, выделяем это ребро. Вот, например, мы хотим линию пустить здесь, мы делаем Mark Sharp. Сделали Mark Sharp, все, у нас тут сразу появилась вот эта вот дополнительная линия. То же самое мы сделаем и здесь. Только вот тут вот мы снимем выделение, Mark Sharp, да. Затем та же самая история у нас и здесь. Выделяю весь этот контур. Помимо вот этого. Так. Упс, не то. Тут снимаю. Так, и вот это снял. И то же самое. Mark Sharp. Это мы сделали. Потом у нас остались наши диванчики. Так, где у нас здесь? Вот, в принципе, такой самый плавный угол. Ну и здесь та же самая история. Mark Sharp. Вот так вот сделал. Вот здесь еще мы забыли. Вот, как вы видите, многое зависит от геометрии, поэтому было бы неплохо, если бы вы брали и вот подобные вещи подготавливали. Так, ну тут я слегка лишнего задел. В принципе, может быть, тогда нам и не надо. Но тут разве что вот так вот пустить. То есть, если мы захотим, мы можем разве что вот так пустить. Вот так. С зажатым контролом. Как-то вот здесь, может быть. Ну, в принципе, вот сюда. Mark Sharp. Ну, следующим образом мы можем выделить, но мне кажется, что вот такое вот внутреннее выделение, оно излишне. То есть, если даже какие-то вещи у нас тут не сильно гладко происходят, мы можем выделить точку, например, Ctrl-Shift-B. Так, тут, наверное, надо применить scale, я думаю. Ctrl-Shift-B. Вот. Например, мы сделаем вот несколько вот таких вот итераций, и условно нам вот на этом углу надо сделать поплавнее. То есть мы там идем, где-то у нас условно линия отсюда идет, и вот сюда заходит Mark Sharp. Ну и как вы видите, тут все плавнее стало. Если вам нужно больше плавности, то вы, собственно, больше сглаживаете. Вот, это именно та ручная работа, о которой я говорил. Еще она будет, конечно же, в самом иллюстраторе. Так, вот тут у нас лишнее Sharp G. Мы Shift-G. Так, не Shift-G, а точнее Clear Sharp, правой кнопкой мыши. Вот. Смотрю, в принципе, что еще. Вот тут есть у нас такой моментик, который надо бы поправить. Выделяю. Так, выделяю вот эту петлю. Затем вот так, с зажатым контролом нажимаю на последнюю. И Mark Sharp. Вот, мы выделили это. Может быть, ну-ка, Mark Sharp. Нет, тут так не получается, потому что здесь вот эти линии создаются только за счет того, что тут идет пересечение двух геометрий, поэтому придется в иллюстраторе это все дело доделать. Да, собственно, навыки иллюстратора нам тоже здесь понадобятся. Вот здесь бы я, наверное, еще хотел бы это сделать. Mark Sharp. Что-то такое. Ну и вот эта стена. Mark Sharp. До конца доводить я тут не буду, потому что будет намного проще это все сделать в иллюстраторе. Ну, точнее, доделать. Смотрю, в принципе, меня вот подобный результат устраивает. Ну и, конечно же, занавесочкой может быть только взять им вот так вот. Поделать тоже какие-то такие полосы. Mark Sharp. Вот. Как это выглядит все без нашей геометрии. Вот, например, скрою. И, как вы видите, очень приятный такой линейный стиль у нас получился. Но имейте в виду то, что задних линий, например, вы не увидите, потому что все зависит от того, как смотрит на это все дело сама камера. Вот. Поэтому у нас есть подобные вещи, которые нам теперь осталось взять и... Так, Line Art у нас выделен. Теперь что мы делаем? Мы берем и экспортируем это все дело в формат SVG. Формат SVG. Просто берем его
Вот так вот выбираем уже и просто экспорт, собственно, да. Теперь это все дело надо открыть в иллюстраторе, просто туда можно его перетащить. Так, извиняюсь, я экспортировал вот из этого вида, а нам надо перейти в вид от камеры, потому что тогда у вас будут рваные линии, и поэтому мы еще раз делаем просто экспорт. Итак, у нас есть подобного рода изображение. Еще раз быстренько пробегусь. Это мы выделяем наш Grease Pencil в самом блендере. Затем переходим в режим вида от камеры и экспортируем в SVG. Просто еще раз проговариваю, потому что, например, вы можете взять и экспортировать, не выделив Grease Pencil, и при этом у вас будет пустой SVG, и вы будете спрашивать, почему так происходит. Вот я быстренько вам на это все ответил. Значит, что мы делаем далее? Далее нам пошла вот такая вот у нас работа с самим вектором. Вот этот момент, как я уже и говорил, будет проще здесь соединить, вот так вот. Вот эти моменты можно просто удалить. Так, выбирая черную вот эту вот стрелочку. Упс. Так, ungroup. Да, и вот так вот просто беру, удаляю. Теперь выбираю белую стрелочку и просто тяну к вот этой. Вот, протянул. А сейчас нам надо бы взять и сделать общий контур вот этого всего дела. Что мы делаем? Я вот так в сторону оттаскиваю. Кстати, вы не удивляйтесь, это я просто уже палитру себе такую тут выбрал, по которой буду это все дело красить. Так, мы вытащили в сторону наш объект, выделяем его полностью и делаем expand. У вас, по идее, если это на русском у вас будет иллюстратор, то там должно вроде как быть разобрать. Нажимаем ОК. Вот, мы теперь разобрали. Это не линии именно, это такие вот векторные шейпы. Здесь мы нажимаем на вот эту иконочку. У вас может быть, ее здесь не будет. Переходим в Window и тут ищем Pathfinder. Shift, Ctrl, F9. Если у вас на русском, можете нажать эти горячие клавиши. Нажимаем на вот эту клавишу, на эту кнопочку. Вот, и теперь у нас есть общая такая вот заливка вот этого всего дела. Как мы можем это все затем разделить на те объекты, которые будут краситься? Дважды нажимаем сюда, еще раз дважды. И вот мы уже, видите, можем вот это вот дело вытащить, именно сам контур. Поэтому я вот так вот его в сторону чуть-чуть, да, оттащу, Ctrl-C. В принципе, думаю, что пока можно удалить. Сюда. И вот так вот. Так, не хочет это дело центроваться. Давайте вручную просто подгоню. Выберу ему цвет. Ну, например, красный, просто чтобы я видел, как это все дело происходит. Так. В принципе, можно даже сделать как? Можно вот так вот в сторону сгруппировать. Ctrl-G. И... Так, и вот так вот отцентровать. Хорошо, я выберу, например, такой попроще цвет. Так, давайте еще раз выделим вот этот наш контур. Еще раз его скопируем. Я просто нажал Alt, стрелочку вправо и еще раз стрелочку влево, просто чтобы вернуть на первоначальное положение. Object, Expand. Надо разобрать. Тоже опять его солью. Затем с зажатым шифтом выберу нашу форму, вот эту синенькую, и нажму вот на данную иконочку. Что у нас получается? У нас получается вот такая вот форма. Так, вот тут не видно, вот тут видно. Ctrl-Z и верну его просто в первоначальное положение. Затем Ungroup. И теперь у нас это отдельные просто куски, которые мы можем красить. Красить мы можем каким образом? Мы можем просто делать это все, например, заливкой по цвету, то есть просто нажимая I, английскую I, просто пипетить какие-то наши вот эти вот цвета. Просто вот так вот их пипетить и получать такой вот обалденный результат. Вот. Или же вы можете, например, взять и градиент сделать. Вот так градиентик сюда. Ну и, например, подтянуть отсюда сюда. Вот.
и условно нажать на данную кнопочку Recolor Artwork. Если у вас ее нет, нажмите на Window, затем Workspace, и у меня стоит Essential Classic. Тогда она должна у вас появиться. Нажимаете Advanced Options. Так. Тут что я делаю? Могу, например, выбрать сам как-то какой-то цвет. Так, тут у меня не показывает. Так. Ну, не знаю. В общем, каким-то таким подобным образом. Или же отсюда, по-моему. Если я не ошибаюсь. Так, нет. Где-то здесь у меня был этот фил, да? Вот. Вот сюда, на эту вкладочку можете нажать. Вместо белого там желтый, вместо черного там какой-то розовый. Ой, только розовый. Ну и вот так вот брать это все дело делать. То есть если делать какой-то кувшинчик, вот такой вот, не кувшинчик, точнее лампу, тоже сюда выбираем градиент, протягиваем его снизу вверх, например, и понимаем то, что у нас, например, снизу тут чуть-чуть посветлее, сверху потемнее, значит здесь мы возьмем, например, синий цвет пипеточкой. Тут просто с помощью I английской копируем это все, но надо опять же таки протянуть вот так вот снизу вверх. И получается такая вот интересная лампа. Но я это все дело буду делать именно одной заливкой, одним цветом. Поэтому я сейчас просто ускорю видео, ничего такого особенного я не делаю. Выбираю нужный мне объект, нажимаю I английскую, выбираю нужный цвет, просто кликаю на него. И все. Поэтому все, я ускоряю, буду разукрашивать это все дело. Так, ну и вот такой результат я получил с тех пор, как я разукрасил, получается, всю иллюстрацию. Так вот прошелся по ней цветами. Вот, может быть, только вот какие-то такие места я еще позабывал, конечно же, поэтому их можно сейчас прямо на ходу да и изменить. Вот, тут тоже такой вот. Значит, что у нас есть на данном этапе? На данном этапе мы знаем, как в целом создать этот line-art. Мы знаем, как дополнительно создавать вот эти вот линии, которые нам нужны, как вот здесь вот мы сделали. Сразу же подчеркну то, что плавность вашей геометрии, сетка вашей геометрии равно та линия, которая пойдет по этой же геометрии. Поэтому имейте это в виду. При этом, если вы используете Subdivision, то там тоже сглаживается вот эта линия. Затем у нас вот это вот есть. Я посматривал на референс, пока делал это все. И еще я заметил, то, что там интересная была обводка. Она была не просто черная, она была слегка синеватая. Поэтому я думаю, что в принципе можно этот же принцип применить и здесь. Давайте возьмем и вот тоже какую-то такую вот темно-синюю применим. В принципе, она будет поприятнее, чем просто черная. Вот, такая иллюстрация у нас есть. Так, только тут, наверное, мне просто не нравится то, что у нас вот тут сливается все вот это дело. Поэтому я думаю, что может быть, ну-ка, если мы применим какой-то другой цвет, может так будет даже и получше, собственно. Так, розовый, белый, нет? Может быть белый. Да, белый всяко лучше, чем тот один кусок сливающегося. Вот. В целом на этом у меня все. Это достаточно простой и примитивный метод, но тем не менее какие-то базовые вещи он поможет вам решать, чтобы в конечном итоге получать вот такие вот простые иллюстрации. Времени на это уходит очень мало. Делать все очень просто. Конечно же, наверняка будут какие-то вещи, которые можно сделать проще, удобнее или же лучше, но тем не менее я показываю вам то, как я с этим разобрался вот именно на данном этапе. Поэтому, если у вас будут какие-то предложения по тому, как в целом этот метод может работать лучше, то я, конечно же, с радостью их выслушаю.
Вот, но, тем не менее, я просто делюсь с вами тем, что, собственно, открыл для себя сам. И еще маленькая вставочка. Я просто подумал, что это будет для вас полезно и интересно. Как можно, например, взять, изменить, скажем так, нашу обводочку? Как можно сделать, чтобы она была не такой равномерной? Потому что какие-то центральные объекты, они могут нуждаться в более тонкой линии. У нас есть вот этот наш лайн. Вот он. Вот он у нас есть. Кстати, еще нажмите Ctrl-Shift и скобка, где у нас твердый знак на клавиатуре. Нажмите просто, чтобы взять и сделать перекрытие, перекрыть всю нашу заливку вот этим вот лайном, чтобы он не был снизу. Да, я забыл это сказать, но добавил это сейчас. Вот, потому что без него у нас линии чуть-чуть тоньше, чем должны были быть. Вот, хорошо, когда мы сделали это, Ctrl-Shift и клавиша, где у нас твердый знак, собственно, скобка, просто чтобы перенести все слои наверх. Точнее, не все слои, а вот этот вот лайн, который у нас есть. Что мы с ним можем сделать? Мы можем нажать на него дважды. Вот, нажали на него дважды, и возьму я, например, вот эти внешние объекты, да, внешние линии, то есть вот эти, выделю все внешние. Так, вот у нас это внешние, да, получается все? Ну, вот тут вот мы забыли вот этот кусочек, а затем вот этот кусочек. Мы тут берем, и там, где stroke, у нас тут просто кликаем вверх, кликаем, делая, например, потолще. Вот так вот тут мы подзабыли. Вот так вот с помощью I нажимаем сюда, и у нас вот эта внешняя линия стала чутка потоньше. Возможно, вам будет полезно знать, как это просто делается, потому что не везде подходит одна линия. Вот, поэтому их можно вполне себе менять. На этом у меня все. Спасибо большое. Если вы хотите постоянно как-то улучшать свои навыки в Blender, если вы хотите видеть интересный контент в этом направлении, что-то необычное, я рекомендую вам подписаться на мой канал. Желательно поставить лайк, потому что в целом я не так много вижу чего-то необычного по Blender, поэтому пытаюсь как-то сам вносить свою лепту, что ли, в это все. Поэтому ваша благодарность подобного рода в виде подписки и лайка будет для меня очень высокой оценкой. На этом у меня все. Спасибо еще раз. Оставляйте свои комментарии, вопросы, просьбы. Всем пока!